С момента своего основания фирма Ford выпускала практичные и дешевые автомобили, максимально удовлетворяющие всем требованиям средней американской семьи. Поначалу захватив лидерство, к началу 30-х Ford стал терять позиции, уступая бурно растущим концернам General Motors и Chrysler. Тем не менее, Генри Форд по-прежнему держался за свои принципы – простоту, надежность и дешевизну, и штамповал откровенно проходные автомобили модели A. Для восстановления репутации фирмы требовался новый революционный автомобиль, такой как Ford V8. О старте производства новой модели Ford объявил 31 марта 1931 года, а уже через несколько дней первые товарные автомобили появились в салонах дилерских центров по всей стране. Ford V8-18 обладал беспрецедентной для фирмы конструкцией и получил новейший V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 3,6 литра мощностью 65 лошадиных сил. Угол между чугунными блоками составлял 90 градусов, а распределительный вал размещался в их развале и приводил боковые клапаны. За свою нижнеклапанную конструкцию в народе мотор получил прозвище Flathead, и даже для такой развитой страны, как США, считался редкостью, присущей более дорогим и престижным машинам. В остальном новый автомобиль особых эмоций не вызывал. Конструкции шасси и трансмиссии были позаимствованы у Ford Model B. Тут вновь были использованы любимые Фордом проверенные годами решения. Частично синхронизированная трехступенчатая механическая коробка передач, однодисковое сцепление и зависимая рессорная подвеска обеих осей. Барабанные тормоза стояли на всех колесах, но по-прежнему имели механический привод, а карданный вал, как и у старушки модели T, был заключен в продольную трубу и передавал крутящий момент на задние колеса. При этом Ford V8 обладал довольно хорошим оснащением. По заказу покупатель мог установить радиоприемник, механические часы, вешалку для одежды, прикуриватель, отопитель и комфортабельные сиденья с кожаной обивкой. Кроме того, для автомобиля было доступно 14 вариантов кузовов по стилю сходных с предшественником Ford Model A. Удивительно, но Генри Форд сумел удержать стоимость достаточно сложной восьмицилиндровой машины на уровне четырехцилиндровой модели. Ford V8 стоил $460, всего на $50 дороже Ford Model B, который в 1934 году окончательно сняли с производства. Эффект, произведенный Ford V8, оказался достаточным, чтобы о компании вновь заговорили как о лидере автомобильной промышленности США. Впрочем, конкуренты также не сидели на месте и вскоре предоставили свои массовые восьмицилиндровые модели. Тем не менее, концепция, впервые опробованная на Ford V8, оказалась настолько удачной, что практически никак не менялась до конца 50-х. За это время Ford V8 неоднократно модернизировали. Каждый год автомобили маркировали двузначным индексом, где первая цифра обозначала тип двигателя, вторая — разновидность исполнения. Так, в 1933 году в серийное производство поступил Ford V8-40, оборудованный более современным кузовом с наклонным щитовидным радиатором на передке, новыми крыльями, бамперами и 17-дюймовыми колесами. Этот автомобиль получил доработанный 75-сильный мотор с алюминиевыми головками блока и увеличенной до 6,3 степенью сжатия. 2 годами позднее на рынок вышел еще более мощный вариант V8-48 с 85-сильным двигателем и слегка измененной внешностью. Эта машина вновь стала очень успешной и обеспечила компании прибыль в $3,8 миллиона. Параллельно в немецком отделении Ford велась сборка моделей V8-18, V8-40 и V8-48. В Великобритании с конвейера сходил вариант V8-30, а в Канаде шло производство всего восьмицилиндрового модельного ряда. В самих США выпуск славной серии завершили в декабре 1953 года. Всего же, начиная с 1932 года, произвели 16,5 миллионов автомобилей Ford, оборудованных восьмицилиндровым мотором Flathead. Так, на долгие десятилетия вперед двигатель V8 стал де-факто главным мотором американской нации. Даже сейчас, несмотря на засилие европейских малолитражек, в США наиболее устойчивым спросом пользуются именно восьмицилиндровые автомобили.